Привет, друзья! Итак, представьте себе серые, пропавшие углем улицы Пекина конца 70-х годов, бесконечные потоки людей в одинаковых синих френчах Мао, тысячи велосипедистов и гнетущая тишина страны, которая только что пережила голод и изоляцию. В это же время в Мюнхене и Штутгарте инженеры Mercedes и Siemens праздновали триумф западной мысли, создавая машины и электронику, которые казались магией. Дистанция между этими мирами была 1000 световых лет. Но именно тогда в тишине закрытых кабинетов маленькая группа людей в Пекине приняла решение. Китай не будет просто догонять Запад, он намерен изучить и воспроизвести его технологическую модель. Дэн Сяопин, человек, ставший архитектором этого гигантского рывка, понимал, у Китая нет времени на столетнюю эволюцию, ему нужны были технологии завтрашнего дня прямо сейчас. Он открыл двери страны, и в них первыми ломанулись западные корпорации, увлеченные масштабами рынка. Немецкие и американские бизнесмены видели в Китае не конкурента, а бездонный колодец дешевой рабочей силы. Они везли свои чертежи, станки и секреты производства, веря в то, что они навсегда останутся мозгом, а Китай лишь послушными руками. И это была роковая ошибка высокомерия, за которую Запад расплачивается и сегодня. Я вам скажу больше, что одной из самых захватывающих и дерзких страниц этого подъема стала охота за секретами на международных выставках 90-х годов. Ганноверская ярмарка или выставка в Лас-Вегасе превратились для китайцев в настоящие супермаркеты идей. Китайские предприниматели и инженеры действовали как такие слаженные боевые группы. Пока один член делегации засыпал немецкого менеджера вопросами о цене и сроках поставки, другие, например, профессионалы с фотографической памятью, они буквально сканировали это оборудование. Они не просто смотрели, они работали. В их руках были скрытые камеры, а в карманах измерительные инструменты. Бывали случаи, когда после закрытия павильона китайские специалисты умудрялись пробираться к стендам, чтобы замерить штангенциркулем шаг резьбы и диаметр вала. Они фотографировали не внешнюю красоту станков, а их потроха, сочленение гидравлики, маркировку плат и расположение датчиков. Вечером в дешевых отелях эти фотографии превращались в детальные эскизы. Западные инженеры тогда лишь посмеивались, глядя, скажем так, на чудаковатых туристов, не понимая, что через полгода на окраине того же Шэньчжэня появится копия их оборудования чуть менее надежно, но в 5 раз дешевле, которая в итоге выкинет их с рынка. Параллельно с выставочным шпионажем Китай запустил проект, который изменил лицо мировой науки. Государство начало отправлять тысячи своих самых блестящих умов в лучшие университеты мира. Те же Гарвард, МИТ, Стэнфорд и Мюнхенский технический университет. Это не были просто студенты, нет, это были участники государственной научной программы. Китай оплачивал им все, но с одним условием. Они должны были стать частью западной научной элиты. Эти молодые люди были лучшими на курсах. Они работали в лабораториях Intel, Boeing, Siemens по 16 часов в сутки. Они видели не конечный продукт в коробке, а саму кухню, как смешиваются секретные компоненты, как пишутся алгоритмы обхода помех, как производятся стресс-тесты турбин. Когда эти золотые воротнички возвращались домой и встречали лично высшие чины партии, им давали пустые поля, чемоданы денег и задачу адаптировать полученные знания для собственных производств. Когда западные корпорации, такие как Volkswagen, Siemens или Airbus, подписывали контракты на строительство заводов именно в Китае, они думали, что покупают лояльность огромного рынка. На деле они подписывали приговор своему технологическому лидерству. Внутри Китая процесс изучения напоминал детальный технический анализ, его полностью разбирали. Купленный на Западе станок, двигатель или блок управления автомобилем не просто ставили в цех. В закрытых технопарках в Шэньчжэне и Чэньду работали отделы обратного инжиниринга. Образец разбирали до последнего винтика, каждую шестеренку сканировали лазером, каждый металлический сплав подвергали химическому спектральному анализу. Китайские инженеры не просто копировали линии, они искали слабые места западной логистики. Если немецкий узел требовал сверхдорогой детали, чтобы работать, скажем так, 50 лет, китайцы задавали вопрос: зачем платить за 50 лет, если через 10 лет эта технология устареет? Они заменяли материалы на более дешевые, упрощали конструкцию, адаптировали ее под массовое производство. Так рождались чертежи, которые были на 80% идентичны оригиналу, но стоили в разы дешевле. Но чертежи, друзья, это лишь бумага. Настоящая магия происходила в головах тех самых возвращенцев из Гарварда и Мюнхена. Эти люди привезли в Китай не только знания о том, как работает сам чип, но и понимание того, как организована сама система создания инноваций.
Они знали, как устроены цепочки поставок в Кремниевой долине и как работают стандарты качества в Баварии. Вернувшись, они создавали ускоренную, скажем так, схему воспроизведения технологий. Если в Германии для создания нового узла, например, требовалось полгода согласований и сертификатов, в Китае этот путь проходили за 2 недели. Бюрократия была принесена в жертву скорости. Запад долго закрывал на это глаза. Директора европейских компаний получали бонусы за рекордные продажи в Китае, игнорировали отчеты своих инженеров о том, что на соседней улице открылось предприятие с аналогичной продукцией с их же технологиями. Они верили, что китайская подделка никогда не сравнится с немецким качеством. Это было величайшее ослепление в истории бизнеса. К 2015 году стало ясно: ученик не просто догнал своего учителя, он начал его вытеснять. Китайские скоростные поезда, созданные на базе технологий, кстати, Siemens и Kawasaki, внезапно оказались современнее оригиналов. Китай научился объединять западную базу со своей невероятной скоростью внедрения. Сегодня эта беспечность Запада обернулась политическим землетрясением. Например, сейчас в Брюсселе и Берлине звучат голоса тех, кто осознал: Германия и вся Европа оказалась в заложниках у собственного завода. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня выступает с жесткими заявлениями, которые еще 5 лет показались бы немыслимыми. Она открыто называет Китай системным конкурентом и инициирует расследование против китайских электромобилей. Фон дер Ляйен понимает, что если раньше Китай забирал чертежи, то теперь он забирает рабочие места у миллионов европейцев, наводняя рынок товарами, которые субсидирует Пекин. Это превращается в серьезный вызов для европейской промышленности. Пока Урсула фон дер Ляйен пытается выстроить защитные барьеры в Брюсселе, в самой Германии, то есть в сердце европейской индустрии, кипят не менее жаркие страсти. Одним из самых громких критиков былой наивности стал именно Фридрих Мерц, лидер и человек, который десятилетиями наблюдал за миром большого бизнеса. Мерц, в отличие от многих своих предшественников, не стесняется называть вещи своими именами. Германия попала в зависимость, которая может стать фатальной. Он открыто заявляет, что немецкие автогиганты, такие как Volkswagen и BMW, совершили стратегическую ошибку, оказавшись в сильной зависимости от китайского рынка. Мерц и его сторонники бьют в набат. Сегодня Китай уже не просто копирует старые немецкие двигатели. Он обошел Европу в том, что станет фундаментом следующего века, например, в литиевых батареях, программном обеспечении для беспилотных авто и зеленых технологиях. Фридрих Мерц уже понимает горькую иронию истории. Те самые чертежи, которые немецкие инженеры когда-то с гордостью передавали в Шанхай, стали фундаментом для китайских компаний, которые теперь приходят в Германию, чтобы покупать самих немцев. Китайские инвесторы активно увеличивают свое присутствие в капитале европейских компаний, ключевых технологических компаний Европы, получают доступ к тем последним секретам, которые еще остались в руках Запада. Но почему же немецкие гиганты не бегут из Китая, несмотря на все предупреждения фон дер Ляйен? Сегодня ответ прост и в то же время страшен. Они не могут. За 40 лет зависимости цепочек поставок сплелись в неразрывный узел. То есть мы с вами должны понимать, что если завтра Пекин закроет свои границы в ответ на санкции Европы, немецкие заводы в Вольфсбурге и Ингольштадте остановятся через неделю. Тогда им просто нечего будут собирать свои машины. Это и есть та самая ловушка, о которой я говорил в начале. Запад думал, что покупает дешевую рабочую силу, а на самом деле поставил краткосрочную выгоду выше долгосрочной технологической независимости. Мы с вами видим, что сегодняшний Китай — это уже не ученик, робко заглядывающий за плечо своего мастера на выставке в Ганновере. Это самоуверенный гигант, который строит города-миллионники со скоростью, недоступной в Европе, и внедряет искусственный интеллект в каждый аспект своей жизни. Тот самый, скажем так, взлом системы, начатый Дэн Сяопинем, привел к радикальному изменению баланса сил. Китай доказал всему миру, что информация, дисциплина и умение играть в долгую стоят дороже любых природных ресурсов. А я вам скажу так, что на самом деле финал этой истории еще не написан. Прямо сейчас Запад пытается начать обратный процесс, это дерискинг, попытку вернуть производство домой и закрыть утечку мозгов. Но возможно ли это, когда учитель уже старый, слаб, а ученик уже сильнее, быстрее и богаче? Но мы с вами можем сказать точно одно: эпоха, когда западные технологии считались неприкосновенными, ушла навсегда, а мы с вами живем в мире, где центры технологического влияния сместились именно в сторону Азии. На этом пока все, спасибо за просмотр.